Всех приветствую. Сегодня разберем проблему автомобиля Mercedes GLS 350D. Автоматическая коробка девятиступенчатая, 9G Tronic, она же 725 серия. Автомобиль обратился с жалобой клиента на чек, на аварийный режим. Сейчас расскажу, как ситуация проявляется. На холодную все хорошо. После прогрева автомобиля, а, если вы передвигаетесь на прогретом автомобиле и по городу, все будет хорошо, но только до того момента, пока вы не поставите прогретый автомобиль в паркинг. После этого вам уже не удастся поставить его в драйв. Вы будете ставить в драйв, автомобиль будет стоять на месте. Будут 3-4 попытки тронуться. После этого система электронная распознает проблему, загорится чек, трансмиссия упадет в аварийный режим и будет трогаться еле-еле в аварийном режиме. Вот. Также проблема может проявиться после краткосрочной стоянки. Пока автомобиль горячий, отошли, сходили в магазин, сели и больше никуда не едет. А если и поедет, то в аварийном режиме. Эта проблема довольно типична на автомобилях с девятиступенчатыми трансмиссиями от Mercedes. Встречается довольно часто, практически каждый день или через день кто-то обращается с данной проблемой. Повторю, что ситуация известна, и пути решения тоже известны. Их существует несколько. Самый наиболее правильный, который не повлечет за собой возвратов, процентов 99, что не придется повторно возвращаться к этому вопросу, это замена электронной платы TCM на новую. Второй очень популярный способ решения проблемы — это перепайка датчика давления, который расположен на электронной плате, на новой. Вот здесь все зависит от качества датчика. Существуют и подделки, есть датчики без QR-кодов. Я рекомендую приобретать датчик с QR-кодом. Это первый признак более или менее качественной детали. Вот. По датчикам отказы были возвраты по гарантии. Клиент, конечно же, предупреждаем, что если выбран путь решения перепайка датчиков, то какой-то процент возврата или недолговечности этого датчика существует. Ну и третий путь решения проблемы — это замена электронной платы на БУ с известной историей, с известным пробегом. Параметры датчика можно считать с самой платы, осуществить давление на мембрану, посмотреть, как он отрабатывает. Вот. Этот путь тоже имеет право на жизнь. Вот. Конкретно в нашем случае клиент выбрал путь решения проблемы через новую плату. То есть мы будем считывать данные с его старой платы и заливать все программатором в новую плату и устанавливать обратно в автомобиль. Перед тем, как приступать к замене электронной платы управления, настоятельно рекомендую подключиться диагностикой к ВОБД-порт, посмотреть, что с датчиком действительно есть проблема, и уже наверняка идти в ремонт. Сейчас я покажу, как посмотреть параметры датчика давления, используя обычный лаунч, который доступен практически в любом регионе, в любом сервисе. Подключаемся к диагностике, выбираем автомобиль Mercedes. Используем любой кузов, на который устанавливалась девятиступенчатая коробка передач. Это не принципиально. Можно также подключиться через Вин, через автопоиск.
Обязательно заходим в улучшенную версию, это очень важно. В базовой версии параметры будут округлены, и мы не увидим то, что нам нужно. Это очень важный момент. Расширенный режим, он больше блоков сканирует, больше времени тратится на подключение. Если будем пользоваться базовым режимом, то датчик округлит значение и покажет нам один бар. То есть при значении 500 он покажет один бар, и при правильном значении 1100 он тоже нам покажет один бар, потому что так работает округление. Эта диагностика будет неинформативна и не принесет никакого результата. Вот у нас уже прогружается, осталось 10%. Выбираем блок управления трансмиссией, подключаемся уже к самому непосредственно блоку АКПП. Расширенный режим заметно медленнее, но без него никуда. Здесь я провалился по привычке в информацию о версии. Профессиональная привычка посмотреть, какая прошивка, какой гидроблок. Это больше для сбора статистики личного. Дальше мы провалимся в муфту блокировки и ищем рабочее давление. Нашли рабочее давление и видим, что у нас 500. 500 миллибар говорит нам о неисправности датчика давления. Как раз то, что мы хотели подтвердить. При рабочей электронной плате и исправном датчике должно быть значение около 1100. Ну, в общем, от 1000 до 1100 миллибар. Далее автомобиль загоняется на подъемник, снимается поддон, сливается масло и снимается целиком гидроблок. От гидроблока откручивается электронная плата и переходим к ее считыванию с нее данных. Плата подключена на столе к программатору. В этот раз я использую программатор CDP, вторая версия, и работаю через персональный компьютер. Также можно работать через телефон. Вот. Мне удобнее работать через персональный компьютер. Выбираем также любой кузов, куда устанавливалась плата 9G Tronic. Смотрим ингредиенты. Программа почти всегда работает через сервер, поэтому если вы находитесь не в Китае, то задержки встречаются довольно часто. Иногда приходится закрывать, открывать программу. Какие-то мелкие недоработки существуют. Прочитали диенты, посмотрели ВИН и переходим к резервной копии. Я всегда рекомендую сначала считать EEPROM. По EEPROM считанному мы можем оживить всегда машину. Там будут ключи, будет версия софта. Если нужно, инженерным софтом в виде AMA мы потом прольем и полный софт, и всегда восстановим заводские значения, прошивки, калибровки. Все у нас будет. И причем EEPROM считывается очень быстро, он очень маленький. Даже перед любыми работами, там перепайка датчика или просто работа любая с электронной платой,
я рекомендую считывать EEPROM. Дальше я уже считываю full backup. Это уже будет полная резервная копия данных, которую мы будем переносить. Полная резервная копия считывается заметно дольше. Я немного ускорю. Вот после полной резервной копии идет проверка, запись бэкапов, и все данные, как я говорил, выливаются на сервер. Все резервные копии сделаны. А теперь перейдем к проверке записанных данных. Это тоже очень важный момент, потому что, ну, лично у меня не было, но многие диагносты рассказывают, что прочитали программатором кривые данные, записали кривые данные, потеряли ключи. В текущих реалиях в России дилера нету. Поднять это все будет очень сложно. Машина превратится в кирпич. Поэтому проверяем, что у нас читалось в EEPROM. Мы там должны увидеть незашифрованный ВИН, должны увидеть номер гидроблока. Вот. Ну и просмотреть структуру файла. Если есть уже опыт работы, посмотреть, что она похожа на все остальные файлы, которые были считаны. После проверки переходим к записи. Запись будем выполнять тем же программатором от CDP, только теперь выбираем не чтение, а запись full бэкапа. Также проверяем ингредиенты, что мы подключились. Мы подключились уже к новой плате. Вместо вин-кода там должны быть буковки А. Это говорит о том, что вин-код не записывался. Условно, что он пустой. И плата новая. Видим буковки А. Все идет по плану, все как должно быть. Когда-то я сохранял EEPROM, фуллы от новых плат, что теоретически там записаны серийные номера, которые можно использовать в онлайне. Но их накопилось такое количество, что это все потеряло смысл. А так, по сути, если у вас есть фул от новой платы, из любой БУ платы вы далее сможете сделать новую плату, в онлайне подключиться к Мерседесу и привязать ее с нуля. То есть, по сути, эти файлы могут быть полезны, если вы работаете в какой-то стране, где работает официальный дилер, или вы сами им являетесь, и у вас есть доступ к серверам. Ну и право на привязку, работу с доступом, с мобилайзером, с ключами. Скачивается сам файл. Дальше идет его запись. Потом несколько проверок, запись данных на сервер. И уже после уведомления об успешном программировании TCM-блока нам также нужно сделать идентификацию и посмотреть, что у нас появился ВИН первоначальный, который мы считывали. Это своего рода проверка. Появился ВИН, значит, данные были исчитаны и записаны верно.
Вот так выглядит новая плата. В таких коробочках она приходит. Устанавливаем новый поддон, новое масло, соблюдаем моменты затяжек и платы, и гидроблока, и поддона. Вот. При полном клонировании, как правило, не нужна адаптация парковочных механизмов, механизма переключения. Драйв посредством масла выполняется у нас в этой коробке. Переключение, ну, так называемого старого мануального клапана, но здесь он уже не мануальный, а автоматический и работает посредством гидравлики. На этом ремонт закончен. Далее тестовая поездка. Но, как правило, проблем не возникает. Этот метод очень стабилен, и клиент в короткий срок получает исправный автомобиль, гарантию и уверенность, что электронная плата не выйдет из строя в ближайшее время. Вот. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, какие-то интересные случаи, проблемы. С удовольствием рассмотрю, запишем видео. Всем счастливо!